тебя зовут, хотел бы заняться кайтингом. Что для этого нужно? Расскажи, пожалуйста, о себе немного и вообще, как этот спорт является таким привлекательным, почему на этом пляже столько много этих воздушных змеев постоянно летает. Это так действительно интересно. Привет, меня зовут Журавлев Антон. Для того, чтобы тебе заняться кайтингом, как минимум нужно время, деньги и желание. Ну и приехать куда-то в теплую страну, где будет дуть ветер, где будет солнце, пляж, песок. Примерно как у меня сейчас за спиной. Кайтинг, круто это или нет? Наверное, круто, раз мы все этим занимаемся. Это активный вид отдыха, контактируешь с силами природы, с водой, с воздухом. Благодаря кайту можешь скользить по воде, получать удовольствие от этого. Давно ты занимаешься кайтингом? Я кайтингом занимаюсь с 2007 года. На данный момент уже получается 14 лет. Это достаточно много. А есть в кайтинге какие-то рейтинги, еще что-то? Как ты начинаешь заниматься, ты получается начинающий, дальше поднимаешься по градация уровню. Ты имеешь? Да, градация, что-то такое. В принципе, конечно, все стремятся в итоге в любой сфере деятельности к какой-то градации. До этого, когда я только начинал кайтом заниматься, просто были те, кто катается, и те, кто не катается. А сейчас понятное дело, что есть какое-то там подразделение на новичков, на уверенно катающихся, на продвинутых, на профессионалах, на тех, для кого это хобби, и тех, для кого это является работой, инструктора, тренера. Если я захочу заняться кайтингом, что для этого мне в первую очередь надо сделать? Найти школу, в которую ты придешь, и, соответственно, с инструктором будешь заниматься, первые шаги какие-то делать. В идеале, чтобы школа была сертифицирована, имела лицензию одной из каких-то крупных признанных в мире компаний по обучению. И, конечно, инструктор тоже в идеале должен быть сертифицированным профессионалом. У вас есть какие-то курсы, которые проходите, получаете постоянно апгрейд? Да, конечно. Разные системы проводят свои курсы по обучению инструкторов. И дальше чем больше, тем лучше. У тебя, соответственно, уровень растет, ты можешь стать каким-то крутым инструктором, к примеру. А с чего начинается первое занятие? Первое занятие для кого? Для тебя? Для начинающего. Первое занятие тебе объясняют какие-то теоретические моменты, что такое ветер, откуда он берется, знакомят тебя с оборудованием, ты учишься его собирать, тебе объясняют, как управлять этим оборудованием. И, наверное, самое важное – это акцент, который инструктор делает на безопасности. Соответственно, он тебе объясняет технику безопасности и как работает система страховки в кайте. То есть, если что-то пошло не так, что тебе нужно первым делом сделать, чтобы обезопасить себя, и окружающих в том числе. Необходимо приходить со своим оборудованием или есть оборудование в школе? Нет, конечно, школа предоставляет все оборудование для занятий. А дорого вообще стоит комплект оборудования среднего уровня? Ты имеешь в виду, если покупать? Если покупать, себе, если человек уже стал начинающим, он хочет дальше продолжать и ходить самостоятельно, сколько он? Наверное, кайтинг – это относительно недешевый вид отдыха, вид активной деятельности, снаряжение. Что такое, снаряжение? То есть минимальное снаряжение, это должен быть кайт, это планка управления этим кайтом, доска и трапеция, пояс, который, собственно говоря, крепится к твоему торсу. Наверное, начинается где-то от $3000 и выше. Целый комплект, да? За комплект. А есть какие-то возрастные ограничения для занятия этим видом спорта?
Скорее, наверное, нет. Считается, что минимальный вес ученика, там, кайтера, должен быть 35 килограмм. То есть это, в принципе, ну, дети разные бывают. Кто-то 35 может весить там и в 7 лет, а кто-то и в 12. Тут, наверное, все же больше зависит от степени осознанности, смышленности ребенка. Из моего опыта в среднем с 8-9 лет уже человечек начинает осознавать и происходящее, да, там, в плане кайтбординга и, в общем-то, способен усваивать информацию. Что касается максимального порога, да, ну, я знаю людей, которые катаются им там за 70 лет. Знаю одного, кому 83. Мой личный опыт обучения взрослых — это среди женщин 64 года, среди мужчин 68. А вот если пришел первоначально кто-то заниматься, сколько необходимо уроков, чтобы можно было встать уже уверенно на доску, пойти, да, конечно, под присмотром инструктора, но делать многие вещи самостоятельно? Ну это такой вопрос очень не имеющий однозначного ответа. В среднем школы предлагают базовый курс от 9, наверное, до 12 часов. Да, в понятии базовый курс многие инструктора школы вкладывают что? То есть от полного нуля, так скажем, да, от полного неведения в кайтбординге инструктор дает ту полноту информации, знаний и учит тем навыкам, которые позволяют человеку начать стартовать на доске в обе стороны и проезжать какие-то свои первые метры в обоих направлениях. При этом контролируемо тормозя и, собственно, соблюдая какие-то правила безопасности. Кто-то при должных погодных условиях может достичь вот этого уровня там раньше, да. Кому-то и 12, и даже 20 часов может не хватить. Поэтому здесь сложно что-то говорить. Ну, наверное, не зря в среднем это 10-12 часов курс. Среднестатистический человек начинает потихонечку уже ездить в одну, в другую сторону. А сколько стоит час обучения? В среднем цена обучения варьируется там, 50-60 долларов. Ну, там, в еврозоне это 50-60 евро. А зависит со своим оборудованием ты приходишь стоимость или с оборудованием школы? Кайт-школы, как правило, не учат, ну вообще нет, в принципе, наверное, практики такой, чтобы учить вот, новичков на их оборудовании, потому что, в принципе, новичков я таких не встречал уже очень давно. Наверное, я был тот новичок, у которого сначала появился вот прям девственный комплект оборудования, новый кайт, запечатанный, доска, там, ну все, да, новое. И абсолютное отсутствие какой-либо практики, понимания, что с этим всем делать. Сейчас, ну, нет смысла. Зачем тебе сразу тратить деньги на дорогостоящее оборудование, если ты не знаешь, будешь ты этим заниматься или нет. Да, соответственно, для этого и есть пробные занятия, базовые курсы. Человек сначала идет, учится на школьном оборудовании, потому что в зависимости, опять же, от погодных условий, от ветра, это оборудование может быть разное. И не всегда можешь обойтись только одним кайтом. Да? Поэтому ну, школа, как правило, комплекты расширенные, соответственно, всегда есть выбор, из чего выбрать. Да? И уже там, поняв для себя, да, там кайтбординг мне нравится, в дальнейшем люди приходят к осознанию того, что там покупают себе собственное снаряжение. А какие есть мировые спорты? Которые... Ну, мекки. Да, мекки кайтинга. Какие нравятся тебе, где ты обычно проводишь тоже мекки, обучение? да. Кайтбординг, он очень разноплановый вид активного времяпрепровождения. То есть
Кайтинг — это и катание по воде, кайтинг — это может быть катание по снегу, сноукайтинг. Кайтинг — это может быть и катание по твердой поверхности, по земле, не знаю, по пустыне, называется маунтин кайтинг, да, или пауэр кайтинг. Даже если мы отсекем снег и землю, оставим только воду, то все равно есть места с ровной водой, мы называем это flat, есть места с волной, катание по волне, так называемый wave, да. Кто-то, соответственно, любит одно, кто-то другое, и от этого также будет разниться, да, что такое Мекка. То есть для меня может быть Мекка и Маврикий, но Мекка именно катание там по волнам. А также это может быть Мекка и какие-то споты Бразилии с их флетом, катание по ровной воде. А какие бы ты споты рекомендовал для новичков? Куда бы поехать? Новичкам однозначно проще всегда учиться на ровной воде, на гладкой поверхности, поэтому все те споты, где есть неглубокая вода, неглубокая это по пояс, допустим, по грудь, где всегда можно встать, поймать свою доску, легче поднять кайт и так далее. Мелкая вода, ровная вода и хороший, плотный, не слишком слабый, не слишком сильный ветер. Такие споты, не знаю, если Европа, то одна из самых больших лагун в Европе с ровной водой — это Сицилия, местечко Ластагноне рядом с Марсовой. Если мы говорим про Бразилию и про Латинскую Америку, то там вообще количество этих лагун с ровной водой зашкаливает. Если Африка, то мне нравится Марокко, Дахла. С восточной стороны Африки это Занзибар, где мы сейчас находимся. Здесь не такие сильные ветра, как, может быть, хотелось бы, но, тем не менее, для новичков это одно из лучших мест для первых шагов. Россия, тоже несколько есть прикольных спотов, которые находятся на юге. Это и Черное море, Анапский район, и Крымский полуостров. Что еще? Азия, наверное, это Филиппины, Шри-Ланка. Короче, мест много. Выбирайте, что хотите. Ты вот эти места доезжаешь, что и можешь заниматься круглый год, поселиться и учиться? Нет, конечно. Круглогодичных спотов практически в мире не существует. То есть мы все же зависим от ветра. И кайтеры выбирают те или иные направления в зависимости от прогноза. Да, то есть даже в ту же Бразилию, безусловно, Мекку кайтбординга, можно приехать в какой-нибудь март, попасть в сезон дождей и ни разу не покататься. Да, поэтому смотрим прогноз, смотрим архив, планируем поездки, покупаем билеты. Вот я видел, как выпрыгивают из воды. Это уже получается высший класс какого-то уровня? Не обязательно. В общем-то, наверное, после того, как любой начинающий кайтер стал уверенно ездить в одну и в другую сторону, научился не просто ездить туда-обратно, но еще и, так скажем, мы это называем вырезаться, да, хождение против ветра, то есть когда мы можем вернуться в ту же точку, откуда мы стартовали. Когда человек научился разворачиваться, уже следующим этапом можно начинать разучивать какие-то базовые элементарные прыжки и даже небольшие трюки. Разновидности досок, я смотрю, есть обычные плоские доски, есть доски, похожие на серф, есть вообще как что-то такое необъяснимое. Космическое. Ну, это вот я затрагивал этот момент, говоря, что кайтинг, он очень разноплановый, да, и можно, да, кататься на там ровной воде, на
доске, которая называется Twin Tip. Она больше похожа, наверное, на сноубордическую доску или доску для вейка, когда мы можем и правой, и левой ногой кататься в разные стороны, не меняя стойки. Да? Есть доски направленные, когда мы можем ехать только в одной стойке. То есть это доски для катания по волнам, называемые серфборды. Ну, собственно говоря, они не сильно отличаются от классического серфборда. Для простого обывателя так вообще что одна доска, что другая, одинаковые. Также есть доски для гонок, есть новичковые доски, есть вот доски, те космические, про которые ты говоришь, это гидрофойлы, наверное, появившиеся одни из последних в кайтинге, которые максимально на данный момент расширили географию катания, диапазон ветровой и так далее. Собственно, на этих досках будут проводиться первые соревнования по кайту как олимпийскому виду спорта. Интересно. Можно я оставлю твой телефон, чтобы кто желающий мог с тобой связаться, найти и получить профессиональный инструктаж и научиться делать то, что мечтал долго? Да, конечно. Я и команда моих инструкторов путешествуем по миру, выбираем прикольные места для занятия кайтингом, собираем группы, которые ездят вместе с нами, учатся, тренируются, соответственно, welcome. Спасибо большое, Антон. Было приятно с тобой познакомиться. Надеюсь, что мы еще встретимся. Давайте, алоха. Вот эта космическая доска, про которую мы разговаривали. В конце видео будет телефон, по которому вы можете созвониться с Антоном, договориться с ним и начать обучаться. Пока-пока.